Ахерон – таинственная героиня из игры Honkai Star Rail, известна как Галактический Рейнджер. Эта героиня с мечом в руках и тайной за плечами давно забыла свои воспоминания, но каждый ее удар приближает ее к разгадке своего прошлого. Ахерон не просто путешествует по космосу в поисках ответов, она ищет свой путь, используя электрический тип урона для сражения с врагами. Она прекрасно справляется как с одиночными целями, так и с группами противников, благодаря своей уникальной способности активировать сверхспособность без необходимости восстановления энергии. Так что же делает Ахерон такой особенной? Прежде всего, это ее способность быстро накапливать очки разбитой мечты, которые позволяют ей активировать свою мощную ультимейт-атаку, наносящую огромный урон. Важно также отметить, что она может значительно увеличить свой ДПС, урон в секунду, за счет накладывания на врагов стаков багрового узла. Чем больше таких стаков, тем выше урон от ее ультимейта. Чтобы максимально раскрыть потенциал Ахерон, игрокам необходимо сосредоточиться на силе атаки, критическом уроне и критическом шансе. Не менее важной является скорость, поскольку она позволяет быстро накапливать очки разбитой мечты и стаки багрового узла. Однако стоит учитывать, что баланс между этими характеристиками может варьироваться в зависимости от предпочтений игрока и специфики команды. Для тех, кто ищет идеальное вооружение для Ахерон, вдоль уходящего берега станет отличным выбором, поскольку оно не только увеличивает критический урон, но и добавляет дополнительные очки разбитой мечты и стаки багрового узла при каждом ударе по врагу. Также неплохим выбором может стать непрекращающийся дождь, обеспечивающий дополнительный критический шанс при условии наличия на противнике 3 или более ослаблений. Ахерон — это мощный дамагер, который при правильном подходе к сборке и стратегии боя способна наносить значительный вклад в успех команды. Она идеально подходит как для опытных игроков, так и для новичков благодаря своему уникальному стилю игры и гибкости в выборе тактики. Давайте разберемся с преимуществами и недостатками Ахерон, чтобы понять, как максимально использовать ее возможности и минимизировать потенциальные слабости. Преимущество Ахерон. Всесторонний дамагер. Ахерон может наносить колоссальный урон как одиночным целям, так и группам противников. Ее способности идеально подходят для различных ситуаций на поле боя. Игнорирование уязвимости. Благодаря механике своего ультимейта, Ахерон способна игнорировать все типы уязвимости противников, что делает ее универсальной в бою. Увеличение урона. Ультимейт Ахерон не только наносит значительный урон, но и снижает элементальное сопротивление врагов, увеличивая эффективность атак всей команды. Автономность. Уникальная способность Ахерон не требует восстановления энергии, что позволяет активировать ее ультимейт без необходимости накапливать ресурсы, делая Ахерон более автономной на поле боя. Недостатки Ахерон. Зависимость от характеристик. Для максимального эффекта от урона Ахерон требуется высокий критический урон и шанс крита, что может потребовать значительных усилий и ресурсов на сборку. Нужда в поддержке. Хотя Ахерон может быть мощным дамагером, сама по себе ее эффективность значительно увеличивается при наличии персонажей пути небытия в команде для максимизации ее ДПС. Сложности в прокачке. Необходимость в определенных эйдолонах и особом оружии делает ее игру более комфортной. Однако это также увеличивает сложность ее прокачки и требует более глубокого понимания механик игры. Баланс между скоростью и уроном. Найти идеальный баланс между скоростью и уроном может быть сложным, особенно для новых игроков, поскольку это влияет на способность Ахерон активировать ее ультимейт и наносить максимальный урон. В заключение, Ахерон — это персонаж, который требует внимательного подхода к сборке и стратегии использования. Она может стать ключевым игроком в команде и принести значительные преимущества в бою, но для этого необходимо учитывать ее преимущества и минимизировать влияние недостатков. Рассмотрим рекомендуемые значения характеристик для Ахерон, чтобы она могла проявить себя на поле боя как мощный дамагер. Помните, что эффективность Ахерон во многом зависит от правильной прокачки и сборки, основанной на ее способностях и уникальных механиках. Основные характеристики. Сила атаки. Одна из ключевых характеристик, от которой зависит весь урон, наносимый Ахерон. Рекомендуется стремиться к значению от 2200 до 2600 единиц на максимальном уровне персонажа. Это позволит максимизировать урон от всех ее умений. Критический урон и критический шанс. Эти параметры крайне важны для увеличения ДПС Ахерон. Идеальное соотношение 75-85% для критического шанса и 180-220% для критического урона. Это обеспечит высокую вероятность критических попаданий и значительное увеличение урона от них. Скорость.
Скорость влияет на частоту ходов Ахерон, что важно для накопления очков разбитой мечты и стаков багрового узла. Для медленного билда скорость должна быть в пределах 101-121, а для скоростного от 143 до 160 единиц. Здоровье и защита. Хотя Ахерон и является персонажем, нацеленным на нанесение урона, поддерживание достаточного уровня ХП от 3000 единиц и защиты от 800 единиц поможет ей выжить в боях с сильными противниками и боссами. Дополнительные характеристики. Сила атаки. Помимо основной характеристики, стоит обратить внимание на дополнительную силу атаки в качестве сабстата в артефактах и планарных украшениях. Эффект пробития. Помогает преодолевать сопротивление врагов к урону, увеличивая эффективность атак, здоровье и сопротивление эффектам. Не основной фокус для Ахерон, но в определенных ситуациях может пригодиться для повышения выживаемости. Сборка. В зависимости от выбранной стратегии и стиля игры, можно сфокусироваться либо на медленном билде, где Ахерон будет полагаться на союзников для накопления очков разбитой мечты, либо на скоростном, который требует активного участия в высоких инвестициях и прокачку скорости и критических параметрах. Не забывайте, что успех в боях зависит не только от индивидуальных характеристик Ахерон, но и от синергии с остальными членами команды, их способностей накладывать дебафы. Выбор светового конуса для Ахерон в Honkai Star Rail играет ключевую роль в максимизации ее потенциала на поле боя. Вот подробный обзор лучших световых конусов для нее, чтобы вы могли сделать информативный выбор, основываясь на вашем стиле игры и доступных ресурсах. Лучший выбор вдоль уходящего берега. Это сигнатурный конус Ахерон, предлагающий идеальное сочетание критического урона, дополнительных очков, разбитой мечты и стаков багрового узла при каждом ударе по врагу. Он также увеличивает урон по противникам с дебафом «Пустые пузыри» и усиливает урон от ее сверхспособности, что делает его незаменимым для максимального ДПС. Альтернативные варианты. Непрекращающийся дождь. Этот конус повышает критический шанс Ахерон, если на противнике не менее 3 или более ослаблений, что легко достижимо в команде с другими дебаферами пути небытия. Особенно эффективен в комбинации с персонажами, способными накладывать множество дебафов. Спокойной ночи и мирного сна. Начиная с 3-го улучшения, предоставляет высокий прирост к наносимому урону за каждое ослабление на цели. Это делает его выгодным выбором, особенно когда в команде Ахерон есть 2 представителя пути небытия, способных стабильно активировать весь потенциал бонуса. Просто надо подождать. Увеличивает общий урон и скорость за каждую совершенную атаку. Дополнительное преимущество – статус паутинка, который считается ослаблением и позволяет Ахерон получить дополнительные очки и стаки для своей сверхспособности. Ситуативные выборы во имя мира. Отличная альтернатива, если у вас нет доступа к вышеупомянутым конусам. Увеличивает урон по противникам с дебафами, что делает его постоянно актуальным в команде Ахерона, особенно учитывая ее способность к снижению элементального сопротивления противников. Мы еще встретимся. Хороший выбор для дополнительного урона случайной вражеской цели после использования базовой атаки или навыка. Этот конус может быть полезен в определенных сценариях, особенно если вы ищете способы увеличить общий урон от команды. Выбор светового конуса для Ахерон должен основываться на вашем стиле игры и текущих потребностях команды. Сигнатурный конус вдоль уходящего берега является оптимальным выбором для максимального урона, но альтернативные варианты также могут быть и полезны. Рассмотрим подходящие наборы пещерных реликвий для Ахерон, которые могут раскрыть ее потенциал в Honkai Star Rail. Подбор правильных реликвий играет важную роль в оптимизации характеристик персонажа, усиливая ее способности и общий вклад в команду. Первооткрыватель мертвых вод. Этот комплект реликвий идеально подходит для Ахерон, поскольку он увеличивает как общий урон, так и критический урон за каждое ослабление, наложенное на цель. Это особенно актуально, учитывая способность Ахерон накладывать стаки багрового узла и снижать элементальное сопротивление врагов. Кроме того, дополнительный прирост к критическому шансу делает этот набор одним из лучших выборов для нее. Бенд испепеляющего грома. Этот набор предлагает значительное увеличение электрического урона, что идеально подходит для Ахерон, учитывая ее специализацию в этом типе урона.
Дополнительный прирост к силе атаки также помогает максимизировать ее ДПС, делая этот набор хорошим выбором для увеличения общего урона, наносимого ее способностями. Гений бриллиантовых звезд. Этот выбор становится особенно мощным в комбинации с определенной сборкой команды, включая персонажей, способных снижать защиту противников, таких как Пела и Серебряный Волк. Увеличение урона за счет снижения защиты врагов делает гений бриллиантовых звезд отличным выбором для команды, нацеленных на максимизацию урона через дебафы и ослабления. Стрелок дикой пшеницы. Этот универсальный набор реликвий доступен с ранних этапов игры и предлагает увеличение сил атаки и скорость, что делает его подходящим вариантом для новичков и тех, кто только начинает формировать свою сборку для Ахерон. В дальнейшем его можно использовать в комбинации с другими наборами для создания оптимальных сборок. Вывод. Выбор реликвий для Ахерон должен основываться на вашем стиле игры и текущих потребностях команды. Набор первооткрывателя мертвых вод является одним из лучших выборов благодаря своему синергетическому эффекту с умениями Ахерон, особенно в комбинации с ее способностью к накладыванию дебафов. Альтернативный выбор, такие как Бенд Испепеляющего Грома и Гений Бриллиантовых Звезд, также могут быть эффективными в зависимости от состава вашей команды и стратегии боя. Планарные украшения играют важную роль в дополнительном усилении характеристик персонажей в Honkai Star Rail, включая Ахерон. Подбор правильных планарных украшений может максимизировать ее потенциал, усиливая как атакующие, так и защитные способности. Мир Идзума и Царство Такама. Этот набор является одним из лучших для Ахерон, поскольку предлагает увеличение сил атаки и критического шанса. Дополнительный бонус к критическому шансу активируется при наличии в команде еще одного персонажа Пути Небытия, что идеально подходит для Ахерон, учитывая ее зависимость от таких персонажей для максимизации урона. Это украшение усилит ее как основного дамагера в команде. Замерзшее Салсото. Это планарное украшение станет отличным выбором, если вы хотите сосредоточиться на усилении сверхспособности Ахерон, которая является ее ключевым источником урона. Замерзшее Салсото может помочь увеличить силу атаки и урон от сверхспособности, что делает Ахерон еще более смертоносной на поле боя. Бесплодная Сигония. Это украшение хорошо подходит для режимов игры, где Ахерон может быстро убивать врагов, например, в чистом вымысле. Бесплодная Сигония предлагает увеличение критического урона после убийства, что может сделать Ахерон еще более эффективной в быстром уничтожении противников. Небесный фронт Галатимер. Этот набор может быть полезен для Ахерон, если ваша стратегия включает в себя увеличение скорости действий. Галатимер увеличивает силу атаки и общий урон в зависимости от скорости персонажа, что может быть особенно полезно, если Ахерон используется в качестве главного источника урона в команде. Запечатывающая космос станция. Это планарное украшение стоит рассмотреть, если вы стремитесь к балансу между атакой и выживаемостью. Запечатывающая космос станция предлагает увеличение силы атаки на основе скорости. Выбор планарных украшений для Ахерон зависит от вашего стиля игры, текущего состава команды и конкретных целей. Комбинируя различные наборы и экспериментируя с балансом между атакой и защитой, вы сможете найти идеальную сборку, которая позволит вашей Ахерон доминировать в боях. Создание эффективной команды вокруг Ахерон в Honkai Star Rail позволит максимально раскрыть ее потенциал. В зависимости от наличия определенных персонажей и их пробуждения, вы можете формировать различные составы для разных сценариев игры. Вот несколько рекомендуемых отрядов, где Ахерон будет играть ключевую роль. Отряд для максимизации урона Ахерон. Ахерон – основной дамагер. Основная сила урона, использующая электрические атаки. Пела – дебафер, снижение защиты. Идеально подходит для снижения защиты врагов и увеличения урона, наносимого Ахерон. Серебряный Волк – дебафер, увеличение урона. Накладывает дебафы, повышающие урон по врагам, что делает ее отличным дополнением к Ахерон. Авантюрин или Фусюань – поддержка щит. Представляет дополнительную защиту команде и помогает удерживать урон от врагов, позволяя Ахерон безопасно наносить урон. А отряд для быстрого накопления очков разбитой мечты. Ахерон сосредоточен на нанесении урона и накоплении очков. Сампа – генерация стаков, ослабления. Его способности помогают быстро накапливать стаки багрового узла, что идеально подходит для Ахерон. Лука – дебафер. Помогает в накоплении ослаблений и на противников, увеличивая урон от Ахерон. Март 7 или Огненный Герой. Защита или дебафы. Обеспечивает дополнительную защиту команде. Бюджетные отряды. Если у вас ограниченный выбор персонажей, вы все равно можете собрать эффективную команду вокруг Ахерон. Ахерон. Гуйна Фэнь. Дебафер. Накладывающий ослабление, поддерживая Ахерон в нанесении урона. Рысь или Наташа. Лечение.
представляет необходимое лечение или поддержку команде. И последний слот — это любой доступный персонаж пути небытия для активации специального следа Ахерон, увеличивающего урон при наличии в команде персонажа этого пути. Важные соображения. Синергия между персонажами. Выбирайте персонажей, способности которых дополняют друг друга, усиливая общую эффективность команды. Баланс между уроном и защитой. Убедитесь, что ваш отряд может не только наносить массивный урон, но и выдерживать атаки противников. Это важно для долгих сражений и битв с боссами, где выживаемость может быть столь же критична, как и урон. Отряд для специализированных задач. Ахерон и команда для выполнения конкретных задач. В некоторых случаях, особенно в битвах с боссами или специализированных режимах игры, может потребоваться команда, оптимизированная под конкретные задачи. Например, для битвы с боссом, уязвимым к электрическому урону. Усиление Ахерона и поддержка ее способностей станут приоритетными. Ключевые моменты при формировании отряда. Универсальность. Стремитесь создать команду, способную адаптироваться к различным типам врагов и ситуациям в игре. Это позволит вам использовать Ахерон в широком спектре заданий и вызовов. Сосредоточенность на сильных сторонах Ахерон. Подбирайте персонажей, которые максимизируют урон от ее уникальных способностей, особенно сверхспособностей и навыков, завязанных на накопление очков разбитой мечты и багрового узла. Экспериментируйте. Не бойтесь пробовать различные комбинации персонажей, чтобы найти ту, которая наилучшим образом соответствует вашему стилю игры и стратегии. Часто неочевидные сочетания могут привести к удивительным результатам. Создание оптимального отряда вокруг Ахерон требует времени и экспериментов, но правильный подход может сделать ее не только мощным дамагером, но и ключевым персонажем для успешного прохождения самых сложных испытаний в Honkai Star Rail. Геймплей за Ахерон в Honkai Star Rail требует понимания ее уникальных механик и эффективного использования ее способностей. Вот несколько ключевых аспектов и стратегий, которые могут вам максимизировать ее потенциал на поле боя. Накопление очков разбитой мечты и стаков багрового узла. Активное использование бафов. Ахерон получает очки разбитой мечты и стаки багрового узла за каждое накапливаемое ослабление на противнике. Используйте способности союзников, которые накладывают дебафы, чтобы максимизировать накопление этих очков и стаков. Эффективное использование ультимейта. Ее ультимейт является основным источником урона, который становится еще более мощным с увеличением количества стаков багрового узла на противнике. Стремитесь использовать его против цели с максимальным количеством стаков для нанесения критического урона. Оптимизация ротации способностей. Старт боя с техники. Если возможно, начните бой с использованием техники Ахерон для быстрого получения очков разбитой мечты и стаков багрового узла, что позволит вам активировать ее ультимейт раньше. Использование навыков для накопления очков. Ее навык не только наносит урон, но и предоставляет дополнительные очки разбитой мечты и стаки багрового узла. Используйте его, чтобы ускорить накопление необходимых ресурсов для активации ультимейта. Управление позиционированием. Выбор цели для ультимейта. Прицеливайтесь ультимейтом в противников с наибольшим количеством стаков багрового узла для максимизации урона. В идеале выбирайте цели, которые также находятся под дебафами от союзников, чтобы увеличить урон еще больше. Комбинации с другими персонажами. Синергия с дебаферами. Персонажи, способные накладывать множество дебафов на противников, такие как Пелай или Серебряный Волк, идеально дополняют Ахерон, увеличивая эффективность ее атаки. Поддержка от защитников и лекарей. Не забывайте обеспечить защиту и лечение для Ахерон, чтобы она могла безопасно наносить урон. Персонажи с возможностью создать щиты или восстановить здоровье помогут ей оставаться в бою дольше. Подход к различным типам врагов. Адаптация стратегии под врагов. В зависимости от типов врагов и их уязвимости, адаптируйте свою стратегию, выбирая цели для ультимейта и решая, когда использовать навыки и техники. Например, против группы слабых врагов может быть эффективнее сначала использовать умения, создающие дебафы для быстрого накопления очков разбитой мечты, а затем активировать ультимейт для нанесения массового урона. Против сильного босса сосредоточьтесь на максимальном накоплении стаков багрового узла перед использованием ультимейта, чтобы нанести как можно больше урона. Использование экипировки и артефактов. Выбор артефактов
и световых конусов. Подбор подходящих артефактов и световых конусов для Ахерон критически важен для усиления ее урона и выживаемости. Фокусируйтесь на увеличении сил атаки, критического урона и шанса, а также скорости для частого использования навыков. Используйте артефакты, повышающие эффективность ее основного типа урона. И выбирайте световые конусы, усиливающие ее уникальные способности. Реакция на действия противников. Адаптативность. Будьте готовы адаптироваться к меняющейся ситуации в бою, реагируя на действия противника. Это может включить изменение целей для атаки, в зависимости от угрозы или использования умений в определенной последовательности для максимизации урона и выживаемости. Советы для новичков и опытных игроков. Для новичков. Сосредоточьтесь на изучении механик Ахерон и экспериментируйте с разными стратегиями и комбинациями отряда. Не бойтесь проигрывать каждое поражение, предоставляя ценный опыт. Для опытных игроков. Используйте продвинутые техники, такие как оптимизация синергии между персонажами и точный тайминг использования умений, чтобы максимизировать эффективность Ахерон в сложных боях. Играя за Ахерон, ключевым моментом является баланс между агрессивным нанесением урона и поддержанием ее выживаемости на поле боя. Правильное использование ее уникальных способностей, а также эффективная работа в команде позволит вам добиться значительных успехов в Honkai Star Rail. Определение ценности Ахерон как персонажа в вашем составе в Honkai Star Rail зависит от нескольких ключевых факторов, включая ваш стиль игры, текущий состав команды и ваши игровые цели. Давайте рассмотрим основные аспекты, которые помогут вам принять решение. Причины, по которым стоит получить Ахерон. Уникальные механики. Ахерон предлагает уникальную систему накопления очков разбитой мечты, позволяющую активировать мощную сверхспособность без затрат энергии. Это открывает новые стратегические возможности в бою. Высокий урон по области. Способность Ахерон позволит наносить значительный урон не только одиночным целям, но и группам врагов, что делает ее особенно ценной в массовых сражениях. Гибкость в сборке. Ахерон может быть настроена под различные стили игры благодаря широкому выбору подходящих артефактов, световых конусов и планарных украшений, что позволит игрокам адаптировать ее под свои нужды. Сильные персонажи в долгосрочной перспективе. Благодаря ее способности преодолевать уязвимость противников и наносить значительный урон, Ахерон остается эффективной против широкого спектра врагов, включая боссов. Потенциальные недостатки. Требует определенной сборки. Для максимизации потенциала Ахерон требуются конкретные персонажи и артефакты, что может потребовать времени и усилий для сбора необходимых ресурсов. Сложность для новичков. Уникальные механики Ахерон и необходимость точно координировать ее умения с действиями команды могут быть сложными для новых игроков. Также проблема заключается в том, что полный потенциал можно раскрыть только используя ее сигнатурный конус. Заключение. Ахерон является мощным и уникальным дополнением к любому составу Honkai Star Rail, особенно для игроков, стремящихся к оптимизации урона и использованию продвинутых тактик в бою. Если вы готовы инвестировать время и в понимание ее механик и сбор необходимых ресурсов, Ахерон без сомнения станет ценным активом вашей команды. Однако, если вы предпочитаете персонажей с более простыми механиками или вам недоступны ресурсы для ее оптимальной прокачки на начальных этапах, возможно, стоит рассмотреть другие варианты для вашего игрового стиля. В конечном счете, решение о том, стоит ли получать Ахерон, зависит от ваших личных предпочтений, текущего состава команды и стратегических целей в игре.